Здравствуйте. Можно спросить, как работает эта зарядная станция? Здравствуйте. Конечно, могу рассказать, как пользоваться. Спасибо. Я недавно купила электромобиль и не знаю, как заряжать. Поздравляю с покупкой. Это очень удобно и экологично. Спасибо. А как начать зарядку? Сначала нужно припарковать машину возле станции. Вот, я уже припарковала. Что делать дальше? Теперь возьмите зарядный кабель из станции. Откройте крышку для зарядки на вашей машине. Я вижу крышку. Ее просто открыть? Да, обычно она открывается одной кнопкой или рукой. Открыла. А теперь просто подключить кабель? Да, подключите кабель к машине. Потом подождите, пока индикатор загорится зеленым. Индикатор зажегся. Значит, идет зарядка? Правильно. Теперь можно ждать, пока батарея наполнится. А сколько времени длится зарядка? Зависит от уровня заряда, обычно от 30 до 60 минут. Это не очень долго. Можно ли уходить во время зарядки? Лучше не уходить далеко, иногда бывает сбой. Понятно. А сколько стоит зарядка? Здесь цена 10 рублей за киловатт-час. Как платить? Через приложение или на станции? Можно оплатить банковской картой или через приложение. А что делать, если нет приложения? Тогда используйте карту, просто приложите ее к станции. Очень удобно. А где еще есть такие станции в Москве? Много станций возле торговых центров и парков. Спасибо за помощь. Теперь мне все понятно. Всегда рад помочь. Новая техника бывает сложной. Да, но теперь уже не страшно. Если что, меня зовут Антон, часто бываю здесь. Я Марина. Еще раз большое спасибо, Антон. Пожалуйста, Марина, удачи с электромобилем. Здравствуйте. Я Марина. Приятно познакомиться. Добрый день, меня зовут Алексей. Вы первый раз в нашем страховом офисе? Да, я раньше пользовался онлайн-страховкой. А как вам опыт покупки страховки через интернет? Честно говоря, это было не очень удобно для меня. Я не все понял в документах. Здесь мы всегда рады помочь разобраться. Вы оформляли автостраховку или что-то другое? Я оформлял медицинскую страховку для поездки. Понятно. Вы часто путешествуете, Алексей? Иногда. Недавно ездил в Санкт-Петербург. Я тоже люблю этот город. Там нужна была страховка? Да, я чувствовал себя спокойнее с ней. Я всегда советую своим друзьям оформлять страховку. А какая страховка у вас, Марина? У меня есть страхование квартиры и здоровья. Это действительно важно в нашей жизни. Мне страховка помогла, когда была авария дома. Мне заменили разбитое окно быстро и бесплатно. Хороший пример. А вы лично обслуживаете клиентов? Да, часто. Мне нравится помогать людям разбираться. Я вот раньше не знал, что у нас так много тарифов. Мы можем выбрать подходящий вариант для каждого. Сколько времени занимает оформление страховки здесь? Обычно не больше 20 минут. Это очень быстро. Может, оформим мою страховку сейчас? Конечно, я помогу вам. У вас есть все документы? Да, вот паспорт и предыдущий полис. Спасибо. Мы все сделаем за пару минут. Спасибо, Марина, теперь мне гораздо спокойнее. Пожалуйста, к страховке всегда можно вернуться. Я расскажу друзьям о вашем офисе. Спасибо.
Привет, ты раньше тут учился? Привет. Да, я студент второго курса. А ты? Я на 3-м курсе. Меня зовут Марина. Очень приятно, Марина. Я Антон. Мы раньше не встречались? Кажется, нет. Ты часто бываешь в этом холле? Да, люблю здесь отдыхать между занятиями. Я тоже. Здесь всегда так светло и уютно. Антон, ты проходил стажировку за границей? Да, я был на стажировке в Праге. А ты? Я стажировалась летом в Берлине. Это было невероятно интересно. Расскажи, чем ты занималась? Я работала в небольшой стартап-компании. Много общалась с иностранцами. Здорово. Я тоже работал в офисе. Мы занимались проектами для студентов. Тебе понравилось жить в Праге? Очень. Город красивый, люди дружелюбные. Мне в Берлине тоже понравилось. Было сложно говорить на немецком. Я учил чешский, но часто путал слова. Коллеги всегда помогали мне. Я тоже просила помощи у друзей. Мы вместе готовили национальные блюда. Наверное, это было весело. Да, мы даже устраивали вечер русской кухни. Я тоже делал борщ для своих коллег. Все были в восторге. Значит, стажировки за границей очень полезны. Согласен, это отличный опыт. Спасибо, что поделился. Было приятно поговорить. И тебе спасибо, Марина. Хорошего дня. Здравствуйте. Какой красивый выбор тетрадей здесь. Здравствуйте. Да, очень уютный магазин. Вы часто покупаете канцтовары? Часто. Я люблю писать письма и делать заметки. А я записываю свои мысли в дневник каждый вечер. Это хорошая привычка. В каком формате ваш дневник? Я люблю маленькие тетради с мягкой обложкой. Я предпочитаю блокноты в клетку. Это удобно. А ручки вы какие любите? Мне нравятся гелевые ручки. Пишут мягко. Я тоже люблю гелевые ручки. Еще иногда карандаши. Карандаш хорош для набросков или черновиков. Верно. Вы пишете только для себя или кому-то еще? Я иногда пишу открытки друзьям в Санкт-Петербург. Какая прелесть! Я раньше писала письма бабушке. Теперь она звонит мне по телефону. Сейчас редко кто пишет письма. Все пишут сообщения. Да, но рукопись – это всегда приятно получить. Согласен. Вы храните свои старые тетради? Да, у меня целая полка старых дневников. Здорово. Я недавно начал писать рецепты от мамы. Вы пишете их в отдельную тетрадь? Да, выбрал для этого синюю тетрадь. Синий цвет спокойный, для рецептов отлично. А ваши тетради какого цвета? Чаще всего зеленые и желтые, люблю яркие цвета. Это поднимает настроение, да? Да, приятно открывать красивую тетрадь утром. У вас красивый почерк? Думаю, вполне читаемый, но иногда спешу. Главное писать с душой, а не аккуратно. Согласна. А вы пробуете каллиграфию? Иногда. Здесь даже есть специальные ручки для этого. Может, тоже попробую. Спасибо за совет. Пожалуйста, был рад пообщаться. Привет. Ты сегодня тоже готовишь на кухне? Да, Анна снова пришел сюда. Нужно быстро приготовить ужин. Что будешь готовить? Пасту с овощами. Это быстро и просто.
Хорошая идея. Я хочу попробовать суп из чечевицы. Ты часто готовишь супы? Да, дома в Москве моя мама часто готовит супы. Круто. Здесь на общей кухне экономлю время. Я тоже. Я режу овощи заранее, дома. Потом просто добавляю их в кастрюлю здесь. Умно. Я покупаю морковь и лук уже нарезанными. Я люблю нарезать сама, мне так вкуснее. А как ты варишь пасту так быстро? Я кипячу воду в чайнике, потом заливаю пасту. О, я не пробовала так делать. Очень удобно, если времени мало. Ты любишь готовить на общей кухне? Иногда шумно, но есть свои плюсы. Например, можно общаться с другими. Да, или спросить совет. У тебя есть какие-то любимые специи? Я часто использую укроп и чеснок. Я тоже люблю укроп, особенно в салатах. А еще помогает, если есть хорошие ножи. Согласна, острый нож – лучший друг повара. Иногда тяжело найти сковороду свободную. Да, надо ждать или спрашивать у соседей. Я иногда готовлю очень рано утром. Я вечером, тогда меньше людей на кухне. Спасибо, что поделился своими советами. Спасибо и тебе, я попробую приготовить твой суп. Давай, если хочешь, я могу дать рецепт. Буду рад. Это будет интересно приготовить вместе. Здравствуйте. Вы часто ездите на трамвае на работу? Привет. Да, почти каждый день. А вы? Я тоже. Мне нравится ездить на трамвае утром. В трамвае тихо, можно читать книгу. Да, согласен. Я иногда слушаю музыку в дороге. А далеко вы живете от работы? Я живу на улице Пушкина. Дорога занимает 30 минут. Мне чуть ближе. Я в центре, рядом со станцией. Вам повезло. В час пик всегда много людей? Да, утром бывает тесно, особенно зимой, когда холодно. О, зима — это да. Все в куртках, места мало. Иногда трудно найти свободное место сидеть. Я иногда стою у окна и смотрю на город. Красивый вид, особенно если идет снег. А вы всегда трамваем пользуетесь? Иногда на автобусе, если опаздываю. Мне трамвай кажется спокойнее, чем автобус. Согласен, и зато можно не стоять в пробках. Кстати, вы покупаете билет у водителя или по телефону? Я покупаю электронный билет через приложение. Я еще не пробовала. Удобно? Очень. Не нужно искать мелочь или ждать сдачу. Спасибо за совет, попробую завтра. Пожалуйста, а вы обычно одна ездите? Да, иногда с подругой, но чаще одна. Я часто встречаю соседей в трамвае утром. Это здорово. Интересно, кто сегодня поедет с нами? Сейчас мало людей, легче общаться. Да, можно спокойно поговорить. Хороший день сегодня. Вы уже были на работе сегодня раньше? Нет, сегодня смена начинается позже. Значит, есть время насладиться поездкой. Совершенно верно. Пусть день пройдет хорошо. Здравствуйте. Вы тоже слушаете подкасты здесь? Здравствуйте. Да, мне нравится слушать их в медиатеке. Интересно, какой ваш любимый образовательный подкаст? Я часто слушаю подкасты по истории России. Например, «История на пальцах». А вы? Мне нравится подкаст про науку «Голый землекоп». Я слышал о нем, но еще не слушал. Он интересный?
Очень. Там рассказывают про эксперименты и факты. Здорово. А сколько времени вы слушаете подкасты? Обычно 1 час после работы. Это помогает мне расслабиться. Я предпочитаю слушать утром перед учебой. Вы слушаете их на телефоне или на компьютере здесь? Чаще всего на телефоне, с хорошими наушниками. Но иногда и здесь, в библиотеке, когда тихо. Я тоже люблю атмосферу библиотеки. Здесь спокойно. Согласен, здесь легко сосредоточиться на знаниях. Есть ли у вас любимый ведущий подкаста? Да, мне нравится Антон из «Истории на пальцах». У него приятный голос. Я слушала пару выпусков. А у вас есть любимая ведущая? Мне очень нравится Мария из «Голого землекопа». Она объясняет сложно, но понятно. Я попробую послушать ее сегодня вечером. Кстати, вы иногда делаете заметки во время прослушивания? Редко, чаще просто слушаю. А вы? Я иногда пишу новые слова в блокнот. Это хорошая идея. Я тоже попробую так делать. Вы читаете книги по темам подкастов? Иногда. Вот сейчас ищу книгу по истории России. Удачи! Если хотите, могу посоветовать интересные книги. Спасибо, буду рад вашим советам. Давайте обменяемся подкастами, я запишу название. Отличная мысль. Я напишу свои любимые подкасты тоже. Андрей, помнишь наш первый конкурс здесь? Конечно, Ольга, это было 5 лет назад. Я тогда очень волновалась перед выступлением. Я тоже, особенно перед жюри из Москвы. Но атмосфера в центре всегда дружелюбная. Да, здесь все поддерживают друг друга. Мне нравится этот зал, такой уютный свет. А панорамы на стенах вдохновляют создавать картины. Я тогда нарисовала город во время дождя. Почти как Петербург. Я помню твою картину, она была очень нежная. Спасибо. А твоя скульптура была самая интересная. Это была сова из дерева, я трудился 2 месяца. Я до сих пор помню, как все любовались ею. Да, она даже заняла 2-е место. Ты ведь участвовал и в музыкальных конкурсах. Верно, я играл на гитаре в прошлом году. Жаль, я не смогла прийти тогда. Было много гостей. Было человек 30, все аплодировали. Мне нравится, что здесь можно пробовать разное. Вот именно, каждый год что-то новое. Я бы хотела снова участвовать в выставке весной. А какую работу планируешь представить? Думаю, я напишу портрет старой женщины. Ее лицо очень доброе и красивое. Это отличная идея, я бы посмотрел. Ты будешь участвовать тоже. Может быть, я хочу попробовать сделать вазу из глины. Уверена, у тебя получится. Руки у тебя золотые. Спасибо, Ольга, вдохновение благодаря тебе. Вдохновение вокруг, главное не бояться. Согласен, центр всегда для нас открыт. Жду новых конкурсов и новых встреч здесь. Здравствуйте, я часто прихожу на этот рынок. Здравствуйте, я тоже здесь часто бываю. Меня зовут Ольга, а вас? Я Алексей, приятно познакомиться, Ольга. Приятно познакомиться, Алексей. Вы всегда покупаете продукты здесь? Да, я стараюсь покупать местные продукты. Почему вы выбираете местные продукты? Они свежие и вкусные. Я доверяю местным фермерам. Я тоже люблю свежие овощи и фрукты.
Сегодня я купила помидоры и огурцы. Я обычно покупаю яблоки и картофель. Здесь хорошие сыры из Калуги. О, я не пробовала калужский сыр. Советую, он очень вкусный и не слишком дорогой. Спасибо, я попробую обязательно. Вы часто разговариваете с продавцами? Да, мне нравится узнавать новости. Иногда они рассказывают про новые продукты. Сегодня продавец посоветовал мне зеленый лук. Я тоже люблю зеленый лук, особенно весной. Летом я покупаю много клубники. Я люблю малину и чернику, они здесь очень свежие. Покупаете ли вы мясо на рынке? Иногда покупаю курицу или говядину на выходных. Я беру рыбу. Знаю хорошего продавца на втором ряду. Спасибо за совет, обязательно загляну к нему. Вы сами готовите дома? Да, часто готовлю семейные обеды. Люблю готовить борщ и салаты из свежих овощей. Я тоже люблю борщ. Отличный выбор. Покупаете ли вы свежую выпечку здесь? Да, особенно люблю пирожки с капустой. Здравствуйте, вы тоже на этой выставке? Здравствуйте. Да, я пришел узнать о курсах повышения. Очень интересно. Я тоже хочу продолжать учиться. А вы из какого города? Я из Санкт-Петербурга. Я из Москвы. Ваша компания отправила вас сюда? Нет, я сам решил прийти. Хочу изучать новые технологии. Я хочу найти курс по дизайну. А вы чем интересуетесь? Мне интересно программирование и управление проектами. Здесь так много стендов. Уже что-то нашли? Еще нет, только начал осматривать павильон. Я уже разговаривала с представителем школы онлайн. Они предлагают вечерние занятия 2 раза в неделю. Звучит удобно. Я работаю днем, мне тоже подходит. Планируете учиться онлайн или в классе? Я думаю попробовать онлайн. Это экономит время. Согласна, онлайн-обучение стало очень популярным. А вы уже записались на какой-нибудь курс? Нет, я только собираю информацию. Сегодня хочу сравнить разные программы. Мне тоже нужно время подумать и выбрать. Вы хотите получить диплом или сертификат? Сертификат мне нужен для работы и резюме. Я тоже так думаю. Новые знания всегда полезны. Ваши коллеги поддерживают идею учиться дальше? Да, многие из нашей фирмы посещают семинары. Ваша компания оплачивает обучение сотрудникам? К сожалению, нет. Все за свой счет. Это непросто. Я тоже плачу за курсы сама. Но вложения в себя всегда окупаются. Согласна, образование – это хороший фундамент. Желаю вам удачи в поиске подходящей программы. Спасибо и вам удачи. Было приятно познакомиться.